Здравствуйте, уважаемые коллеги, с вами Мир Модели, меня зовут Павел. У нас сегодня будет такая небольшая экскурсия, мы называем ее как бы секреты мастерства. В чем, собственно, вопрос? Сегодняшняя наша будет передача посвящена окраске интерьеров самолетов МиГ. Значит, в чем, собственно, вопрос? Вот в данный момент я собираю вот такую модель от фирмы Эдуард. Это МиГ-21 ПФМ в 48 масштабе. Я показал эту модель одному из коллег, и он меня спросил, как я добился вот такого вот великолепного, на его взгляд, вот такого зеленого цвета, так называемый знаменитый изумрудный цвет. Вот я сегодня хочу вас посвятить немножко в эту проблему. Итак, для самолетов МиГ-21 модификация ПФ и выше, МиГ-21 БИС, МиГ-23, МиГ-27, МиГ-25 и МиГ-31 в кабину можно спокойно красить зеленый изумрудный цвет. Что у нас есть на рынке из этого? Вот у нас в магазине совсем недавно появилась вот такая вот красочка. Она называется изумрудная МиГ. Вот такая вот. Это Pacific F-44. Она имеет вот такой вот зеленый изумрудный оттенок. Можно спокойно покрасить вот этой красочкой. Кроме того, фирма Pacific выпустила вот такой вот набор красок для самолетов МиГ-21 и МиГ-31. И эта красочка находится вот здесь, вот она и есть. Вот. Сразу хочу предупредить очень внимательных коллег и пытливых моделистов, что краска, в зависимости от завода, где производился данный МиГ, она может меняться. Она может быть изумрудной, может быть бирюзовой и так далее. Очень часто меняются цвета в кабинах, например, современных вертолетов. Камовские вертолеты и милевские вертолеты могут иметь как зеленый оттенок, вот такой, либо может быть более бирюзовый. Вот я попробовал тоже на одной из моделей вот такую вот акриловую красочку. Это тоже фирма Pacific, но уже для аэрографа. Она имеет вот такой вот бирюзовый оттенок. Она тоже великолепно подошла. Я, например, покрасил внутренности вертолета в 72 масштабе Ми-24, и клиенту очень понравилось, вот, одним словом. Вот, что еще из ближайших я вот посмотрел у наших знакомых. В городе я еще встречал, есть вот такая вот краска, тоже акриловая Hobby Color H46 Emerald Green. Тоже она имеет вот такой вот зеленоватый оттенок. Вот, и еще тоже это не наша продукция, но вот такая компания Zip Maquette. Вот такая вот краска. Это то, что вот именно позиционируется как краски для интерьера именно самолетов МиГ. Вот. Что я хотел бы сказать сразу. Поскольку цвета обычно гуляют, то есть бывает вот такой вариант, то можно красить вот из вышеперечисленных красок спокойно. Вот. Единственное, с чем возник вопрос, именно вот с данным самолетом, который я в данный момент собираю. Фирма Эдуард в серии Profi Pack кладет вот такие вот листочки фототравления. Если мы присмотримся внимательно, то, конечно, интерьерная краска изумрудная, вот МиГ, она, видите, сюда не подходит. Даже ближе вот подходит вот такая вот бирюзовый цвет. Вот таким вот образом. Если в том месте, где вы, уважаемый коллега, у вас нету вот вышеперечисленных красок, можно поступить таким образом. Есть один рецепт, который мне подсказал очень хороший, известный у нас в стране моделист Вячеслав Демченко, житель Краснодарского края. Большой привет ему. Вот, значит, он в свое время данные краски мешал сам. Каким образом? Он использовал
акриловую краску фирмы Tamiya. Разбалтывал ее. И очень интересная смесь. Это обыкновенная зеленка. Правильно, из аптеки. Смешивал ее друг с другом. Вот я вот здесь вот немножечко вот мешал. Ну вот тут у меня получился вот такой вот цвет. Он ближе вот к такому цвету. Вот. Но если вы хотите выйти на бирюзовый цвет, именно вот на такой вот цвет, если у вас его нет, то сюда нужно будет необходимо еще, почувствуйте себя художником, сделайте выкраски. Я бы еще добавил сюда несколько капель вот такого синего лака. Вот. И я думаю, что после нескольких капель постоянно нужно добавлять, понемножку взять чистую тару, отлить сначала сюда белую Tamiya, понемножку сюда добавлять, постоянно размешивая ватной палочкой. Вот я ватной палочкой размешивал сюда немножко зеленки, вы выйдете вот на такой цвет. И потом уже чуть-чуть, несколькими буквально каплями, там 3, там 2, 3, там 4, может быть 5 капель вот такого синего акрилового, опять же, лака, вы сможете выйти вот на цвет, который будет очень близок к интерьерному цвету для окраски истребителей МиГ. Вот единственное, что хочу предупредить, что все краски, которые я сейчас вам объяснил, это краски на акриловой основе. Естественно, они ложатся очень хорошо, если поверхность перед этим предварительно загрунтовать. Можно загрунтовать и вот, например, баллоном. Ну, в данном случае у меня здесь вот такая вот красная грунтовка. Можно использовать, лучше всего, конечно, грунтовка серого цвета. Она более нейтральная, потому что если покрытие будет красным, естественно, первые два слоя, они будут полупрозрачными у вас. Они будут, естественно, грунтовка просвечивать. Вот. И хотел бы еще сказать одно, что поскольку эта зеленка, она является спиртосодержащим составом, вот, когда вы разбавите, давление в вашем аэрографе нужно будет обязательно уменьшать, потому что сама по себе зеленка не является акриловой краской, как мы, нам нужна именно краска, и там нету никаких связующих элементов, и поэтому, естественно, она более текучая. Поэтому нужно будет обязательно уменьшить давление в вашем аэрографе, иначе вы просто рискуете забрызгать и залить все поверхности. Вот, так что очень многие коллеги вот спрашивают, вот и как раз вот я коснулся вот покраски вот такого сборки самолета, стал вопрос опять же о интерьерном цвете. Я очень долго подбирал, но я не использовал вот этот цвет. В данном случае я вот мешал то, что я вам только что показал. То есть я использовал белую краску Tamiya, то добавлял бриллиантовый раствор зеленки, и все это немножко отколеровал уже потом лаком X23. Я рассказал вам о том, что какие есть интерьерные цвета. Есть еще такие же цвета у фирмы Vallejo. Ну, данная краска у нас не продается, сам я ее не пользовался, поэтому ничего о ней сказать не могу. Но очень много сейчас появляется различных фирм, которые уже позиционируют свои цвета определенных красок, как вот интерьерный зеленый, интерьерный для кабин истребителей МиГ. Это все пройдет, если у вас нету если у вас нету вот такого листа фотоотравления, и вам все равно каким именно цветом будет покрашено, можете использовать любой из вышеперечисленных цветов. Но если у вас вот такой вот цвет, допустим, то, конечно, вам нужно будет обязательно краску подгонять под вот такой вот цвет именно уже фотоотравления. Поэтому я думаю, что вы можете будет использовать вот тот способ, который я вам рассказал выше. Я думаю, что вы обязательно, попробовав несколько раз, естественно, вы обязательно достигнете нужного вам результата. Вот. Меня зовут Павел, магазин Мир Моделей. До новых встреч!